Всем привет! В этом видео я расскажу, как вязать вот такой очень красивый, нежный, легкий шарфик крючком. Если его сжать, он уместится в ладони, настолько воздушная, нежная вязка. Вязать достаточно просто, но я все равно буду показывать очень-очень медленно, чтобы у каждой все получилось. А самое главное, я расскажу секреты, как вязать так, чтобы у вас вязка не растягивалась. Особенно это актуально при вязании палантинов. Такой шарф или палантин прослужит вам очень долго. В ширину у меня шарфик 22 сантиметра, но сейчас я понимаю, что надо было вязать пошире, 24 или 25 сантиметров, это учтите. Я вязала из одного мотка, в длину получилось 115 сантиметров. Опять-таки, нужно вязать из двух мотков, сделать более широкий и более длинный шарф. А вот, кстати, пряжа. Это очень мягкая пряжа Лето в составе хлопок и микрофибра. Очень приятная пряжа, из нее легко вязать. И в 50 граммах 350 метров. Тоненькая. Вот из одного такого моточка я связала целый шарф. Ну, как я уже сказала, лучше взять два мотка, связать пошире и подлиннее. А вообще пряжу можно взять любую. Это может быть просто акрил или тонкий хлопок. Также можно связать из мохера, поскольку сам узор очень простой и пряжу можно выбрать любую. Ну а из пряжи Лето я вязала крючком кловер на 1,75, пряжа тоненькая. Крючок, кстати, на 1,75, но мне всегда кажется, что он намного меньше. Не понимаю, почему у них такая размерная таблица. А показывать я вам буду из Milk Cotton крючком номер 2. Не буду мучить вас и показывать из тонкой пряжи, поэтому взяла пряжу потолще. А вот та схема, по которой мы с вами будем вязать. Эту схему я обязательно выложу в группы ВКонтакте и в Одноклассники, чтобы вы могли скачать ее и по ней уже вязать. Как вы видите, в схеме только воздушные петли и столбики с одним накидом. Все максимально просто. Ну и хочется обратить внимание на края на схеме. Видите, они такие немножко неровные. То же самое будет у нашего шарфика. Посмотрите, вот такие волнистые края. Не добивайтесь ровных краев. Все так и должно быть. Сам узор такой объемный, и поэтому края тоже такие же идут немножко закругленные. Вначале мы набираем цепочку из воздушных петель нужной длины. Поглядите, здесь мы набрали 4 воздушные петли, затем идут 5 воздушных петель, это раппорт. И теперь нужно будет набирать кратное 9. Здесь 9. Здесь 9, здесь 9 и в конце наберем еще немножко. Но поглядите, снизу у нас 5 воздушных петель и наверху 5, но сверху у нас цепочка вытягивается и, соответственно, снизу тоже будет вытягиваться. Или нижний ряд вот так просто растянется, что не очень красиво. Чтобы этого не было, мы будем снизу набирать по 4 воздушные петли, вот в этих местах. Тогда шарфик получится ровный и красивый. А набирать цепочку из воздушных петель будем уже кратное 8. На это обратите внимание. Итак, вначале мы набираем цепочку нужной длины. Если шарфик, то 25 сантиметров, если палантин, то, конечно же, пошире. До вот этого места. Посмотрите, как мы будем набирать. Делаем первую рабочую петлю. Вот. И теперь набираем 8 воздушных петель. Как я говорила, цепочка кратная 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот, 8 воздушных петель. Теперь забыли про них и заново. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Снова 8 воздушных петель. Еще раз. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. И вот так по 8 воздушных петель мы набираем до получения необходимой длины. Еще 8 воздушных петель. Потом цепочку замеряем, но учтите, что в конце добавим еще 4 петельки. Вот до сюда мы набрали. Затем по схеме тут 3 петли, но надо нам будет набрать еще 4 петли. Итак, вот наша цепочка. Добираем 4 петли. 1, 2, 3, 4. Вот такой ширины будет шарфик. У меня это образец, конечно, я вяжу намного меньше. Дальше делаем 3 воздушные петли подъема и 2 воздушные петли для рисунка. И вяжем столбик с одним накидом. Вначале нам нужно отсчитать 4 воздушные петли. 1, прям смотрите, я буду пальцем отсчитывать. 2, 3, 4. И вот эту петлю, вот она, 4, нам нужно будет отметить. Можно взять цветную нитку или булавку и отметить. Я просто буду фиксировать ее пальцем, что не очень удобно, если честно. Лучше возьмите булавочку и отметьте. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Так, цепочка у нас удлинилась. И еще 2 воздушные петли по схеме для нашего узора. Так, делаем 2 воздушные петли. 1, 2. А я все еще фиксирую нужную петлю пальцем. Накид. И теперь вот в эту петельку, которую я так тщательно берегла, провязываем столбик с одним накидом. Самый обычный столбик с накидом. И у нас получается вот такая вот с краю петелька. Дальше вяжем по схеме. 5 воздушных петель, а снизу пропускаем 4. В 5-ю петлю столбик с накидом, 2 воздушные петли, в 3-ю столбик с накидом. Снова 5 воздушных петель, в 5-ю вяжем столбик с накидом, 2 воздушные петли, в 3-ю столбик с накидом. 5 воздушных петель, еще раз столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом. И так вяжем до конца. Ширина у нас у всех разная, поэтому количество провязанных элементов тоже разные. Итак, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Снизу расправляем цепочку, делаем накид и отсчитываем 5-ю воздушную петлю. 1, 2, 3, 4 пропустили, а в 5-ю вяжем столбик с одним накидом. Вот он. Вяжем далее. 2 воздушные петли. 1, 2, накид, снизу пропускаем 2 петли, 1, 2, в 3-ю вяжем столбик с одним накидом. И вяжем так до конца ряда. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, снизу пропускаем 4 петли. 1, 2, 3, 4. А в 5-ю петлю вяжем 1 столбик с одним накидом. Вот. Поглядите, что получается. 2 воздушные петли. Опять накид. Пропускаем снизу 2 петли. В 3-ю вяжем 1 столбик с одним накидом.
Ну и вяжем так далее. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Снизу пропускаем 1, 2, 3, 4. А в пятую вяжем столбик с одним накидом. После снова делаем 2 воздушные петли. 1, 2, накид. 1, 2, 3. В третью петлю провязываем 1 столбик с одним накидом. Вот такие ячейки у нас должны получиться в первом ряду. 5 воздушных петель, накид, снизу 1, 2, 3, 4, 5. В пятую петлю заводим крючок, провязываем столбик с одним накидом. Вот сейчас можете нажать на паузу и провязать все необходимые элементы в этом ряду, поскольку у меня всего образец, а у вас целый шарф или даже палантин, понятно, что элементов будет намного больше. Я вяжу 5 воздушных петель и заканчиваю свой образец. В пятую петлю завожу крючок, провязываю там 1 столбик с одним накидом. Посмотрите, в конце 1, 2, 3, всего 3 петли должно остаться. 2 воздушные петли, накид, в крайнюю третью петлю заводим крючок и провязываем 1 столбик с одним накидом. Вот и все, ряд наш готов. Поглядите сверху, он немножко идет волнами, так и должно быть. Ну а сейчас я расскажу секрет, как же вязать шарф так, чтобы он в процессе носки у нас не растягивался. Я буду вязать не второй ряд, поэтому сейчас за мной не повторяйте, а просто поглядите. Посмотрите, когда мы вяжем столбики с одним накидом, то мы заводим крючок за обе стенки и провязываем столбик с накидом. В итоге у нас получается вот такая дырочка. Вот она. А когда шарфик носим, то дырочка становится более объемной. Далее я вяжу вот 5 воздушных петель, я просто повторяю первый ряд, чтобы вам показать. И провязываю также столбик с накидом за обе стенки. 2 воздушные петли, завожу крючок за обе стенки и провязываю столбик с накидом. В первом ряду, вот здесь внизу, с дырочками мы ничего не можем сделать, а уже в дальнейшем от этих дырочек мы можем избавиться, чтобы они вот так у нас не были видны. Шарфик прослужит нам гораздо дольше, особенно если это палантин. Поглядите, вот как должно получиться. Сколько бы я ни тянула, никаких дополнительных дырочек не образуется. Узор красивый, ровный. Как же этого добиться, я сейчас вам покажу. Ну и, конечно же, вы можете просто вязать столбики с накидом, как и раньше. Но я все-таки хочу вам показать этот способ, чтобы дырочек у нас не было. Мы будем вязать столбики с накидом в раскол. Как это? Обычно мы вяжем вот так, за обе стенки. Заводим крючок, захватывая 2 петельки, а теперь накид и захватываем еще одну петельку. Вот она, посерединке, видите? Получается, мы заводим крючок и захватываем 3 петли, а потом уже провязываем столбик с накидом. Я еще раз покажу, очень медленно. Накид, заводим крючок не за 2 петли. Здесь вот уже дырочка образуется, а захватывая еще вот эту вот горизонтальную нить. За 3 нити заводим крючок и провязываем уже потом столбик с накидом. Мы как бы протыкаем насквозь наш столбик в нижнем ряду.
Вязать таким способом на самом деле очень просто и привыкаешь, поэтому я его очень, конечно же, советую. Посмотрите, просто нам нужно будет протыкать насквозь столбик не за 2 стеночки, а ниже заводить захватывающую петлю. Вот за счет того, что мы ниже заводим крючок, столбики с накидом наши получаются немножко покороче, чем обычные. И чтобы узор не был таким приплющенным, а столбики все-таки были нужной длины, надо нам будет провязывать не обычные столбики с накидом, а патентные. Кто со мной вяжет салфетки, тот уже знает, что такое патентный столбик с накидом. Вяжется он в 3 действия. Накид, заводим крючок также в раскол, не за 2, а за 3 нити, и захватываем нить. Вот у нас на крючке 3 петли. Обычно мы, как вяжем столбик с накидом, провязываем сразу накид, но патентный столбик вяжется в 3 действия. Сначала вяжем вот эту первую петлю, а потом уже петлю и накид и довязываем в 3 действия. Я еще раз покажу обязательно все медленно, и в дальнейшем, когда мы будем вязать уже 2-й ряд, буду очень-очень медленно показывать. Накид, заводим крючок в раскол, за 3 нити, захватываем нить и в 3 действия. 1, только петлю, 2, петлю и накид, и 3, довязываем столбик. Патентный столбик с 1 накидом. Вот теперь вязание получается ровным. Посмотрите, как красиво получается. Но если вам кажется это сложным, то можете вязать обычные столбики с накидом, также вместе со мной. Но я еще раз покажу, ведь способ этот несложный, но такой интересный. Делаем накид, заводим крючок не за обе стенки, а еще за 3-ю стеночку, захватываем нить, так, на крючке 3 петли, провязываем 1-е действие 1 петлю, 2-е действие петлю и накид, и 3-е действие провязываем патентный столбик с накидом. Вот такой удивительный и необычный шарфик у нас получится. Не поленитесь и провяжите его именно таким способом. Это того стоит. Посмотрите, какой он будет. Вот такое вязание ровное, очень аккуратное и со временем не вытянется, даже если вы вяжете палантин. Но продолжим вязать, как вязать 2-й и все последующие ряды я уже покажу во 2-й части. Буду показывать также медленно, чтобы всем все было понятно. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока!